Среди огромного разнообразия декоративных растений есть много достойных представителей с красивой листвой и ярким цветением. Но, пожалуй, одной из самых необычных и красочных культур является скумпия. Она отличается красотой своей листвы и причудливыми пушистыми соцветиями, пройти мимо которых невозможно. Цветение скумпии не спутать ни с чем. Оно всегда завораживает взгляд. Это растение выглядит декоративно с весны до глубокой осени и создает в саду особую атмосферу воздушности. Вместе с тем никакого особого ухода не требует и подойдет даже начинающим садоводам. Род этого растения насчитывает всего два вида. Это скумпия американская и обыкновенная или кожевенная. Природный ареал скумпии – восточная часть Северной Америки и Евразия. Это листопадный кустарник или дерево, достигающее разной высоты. В декоративном садоводстве выращивают более компактные растения с невысокой кроной, не превышающей 2-5 метров, с красивой, плотной листвой. Окраска листьев может сильно отличаться в зависимости от сорта. Очень красивая листва у скумпии Royal Purple. Она меняет свою яркую палитру в течение сезона и выглядит декоративно всегда. Ее цветовая гамма от пурпурно-красных до темно-бордовых и фиолетовых оттенков. Сам кустарник имеет широкоовальную компактную крону высотой около 1,5–2 метра. С помощью скумпии Royal Purple легко создать выразительный красочный фон в своем саду. Ее листья отчетливо выделяются среди прочих растений и удачно гармонируют с другими декоративно-лиственными кустарниками и деревьями, особенно с ярко окрашенной кроной. Скумпия хорошо сочетается с барбарисами и спиреями, вейгелами, пузыреплодниками и хвойными. Среди интересных сортов широкой популярностью пользуется скумпия Golden Spirit. Ее особенность в яркой золотистой палитре листвы, которая также периодически меняет свою окраску. Молодые листья имеют оранжево-красные оттенки и выразительный рисунок в виде светлых жилок. Летом кустарник облекается в золотистый наряд с зеленовато-желтыми красками. Ближе к осени крона меняет цвет на нежные оранжево-розовые оттенки. Такие кустарники красиво выглядят на протяжении всего сезона. На зиму скумпия сбрасывает листву. А самым необычным является ее пышное цветение, которое со стороны выглядит как огромная розовая дымка, за что это растение получило свои другие названия – дымный куст или париковое дерево. Вид и объем пушистых соцветий поражает. У взрослого куста длина метелок может составлять более 30 сантиметров. Пик цветения крона скумпии словно окутывается в красочную дымку, что придает саду загадочный и весьма необычный вид. На сегодняшний день селекционеры сумели вывести немало эффектных сортов с привлекательной листвой и ярким цветением. Не менее популярна в декоративном садоводстве скумпия Грейс. Ее отличие в крупной овальной листве красочной палитры и с характерным восковым налетом. Весной листья красновинные, летом зеленовато-фиолетовые, а осенью облекаются в яркие оранжево-красные, бордовые и золотистые тона. Цветет этот сорт летом в течение 2 месяцев. Воздушные и пушистые с виду метелки придают саду особое очарование и легкость. Ажурные соцветия скумпии завораживают взгляд и всегда привлекают к себе внимание. Они также создают необычный фон в ландшафте. Все, кто видел цветущую скумпию и ее яркие, полыхающие в лучах солнца листья, влюбляются в это растение с первого взгляда. И, конечно же, не могут устоять, чтобы не посадить на своем участке подобное чудо. Я также не могла себе отказать в приобретении этого декоративного кустарника, чему очень рада. Моя пока еще невысокая пурпурнолистная скумпия красиво выделяется на фоне бежевого забора. Она также удачно контрастирует с рядом растущей елью, золотистой туей и барбарисом Orange Rocket. Цветение скумпии происходит в мае-июне или в июле, в зависимости от сорта. Окраска соцветий также отличается. У зеленолистных растений и сортов с золотистой листвой
Метелки желтовато-кремовые или слегка розоватые. У темнолистных сортов соцветия обычно красно-пурпурной окраски. В садах с мягким климатом скумпия может цвести несколько раз за сезон. Это неприхотливое выращивание культура не требовательно качеству грунта. Скумпия также достаточно засухоустойчивая. Однако не стоит высаживать саженцы в чрезмерно тяжелую и кислую почву с частым переувлажнением. Места с высоким залеганием грунтовых вод скумпии не подходят. Перед посадкой в землю можно добавить под перекопку гашеную известь и дренаж. Этот кустарник также покажет себя во всей своей красе на солнечном месторасположении. Полутень ему также подходит, а вот в тени яркая листва декоративных сортов будет больше приобретать зеленоватые оттенки, а цветение будет скудным. Одним из достоинств скумпии является ее малоуходность, а также высокая устойчивость к поражениям, вредителями и болезнями. Хотя пурпурнолистные сорта от чрезмерной влажности, особенно с приходом похолоданий, иногда могут поражаться грибковой инфекцией. Также эти растения, в отличие от зеленолистных сортов, менее зимостойкие. Ветки в морозные зимы могут обмерзать до уровня снежного покрова. Если ваш сад в регионе с холодным климатом, лучше подобрать более устойчивые к морозам сорта. Покупайте акклиматизированные саженцы в местных питомниках, которые уже успешно пережили хотя бы 1-2 зимы. В первую пару лет молодые растения с осени высоко мульчируют и укрывают нетканым материалом. Несомненное преимущество скумпии в ее высокодекоративном виде на протяжении долгих месяцев. Она хорошо переносит загазованность воздуха и поддается стрижке. Но обрезку проводят нечасто, приблизительно 1 раз в 2-3 года. Обычно удаляют старые, обмерзшие, поломанные, загущающие и слабые побеги. Делают это ранней весной до того, как распустятся листья. Размножить этот кустарник можно черенкованием, семенами и методом отводков, а у некоторых сортов и отделением прикорневой поросли. Хотя у своего деревца никаких корневых отпрысков я пока не замечала. Это удивительной красоты растение еще и полезное. Скумпия была очень востребованной с древних времен. Из нее изготавливали желтый краситель, а листву применяли для дубления кожи. Она также относится к лекарственным растениям. На ее основе производят разные лечебные препараты. Ко всему, этот кустарник является долгожителем, который может расти не менее 70-100 лет. А главное, что вид очаровательной скумпии – это всегда красочный акцент в саду. Она красиво смотрится отдельно посаженной и в групповых композициях. Недаром ее широко используют в ландшафтном дизайне. Поделитесь и вы своим мнением об этом растении. Растет ли в вашем саду этот кустарник? Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.